Дорогие зрители, сегодня вы узнаете историю Великого Шелкового пути. Но не ту, что написано в учебниках, а ту, в которой каждая песчинка хранит следы чего-то куда более древнего и загадочного. Представьте себе дорогу длиной более 7000 километров, соединяющую Восток и Запад от древнего города Чанань до берегов Средиземного моря, через горы, степи и пустыни, где каждое движение вперед могло стать последним. Караваны, груженные шелком, пряностями, нефритом и золотом, медленно двигались по узким тропам, обходя смертельные ловушки природы, но главный вопрос остается. Зачем идти через такие опасные места, если можно было выбрать более безопасный путь? И ответ начинает раскрываться, когда мы переносимся в самое сердце пустыни, в место, где днем жара достигает невыносимых значений, а ночью холод сковывает все живое, где ветер поднимает стены песка, стирая следы и сбивая путников с пути. Именно здесь, среди безжизненных дюн, скрываются руины городов, которые когда-то были центрами жизни. Лоулан и Ния — это не просто точки на карте, это доказательство того, что когда-то здесь текли реки, существовали каналы, работали мастерские. Звучала речь на языках, пришедших издалека, но затем все исчезло. Вода ушла, города опустели, а пустыня поглотила их, оставив только тишину. И когда спустя столетия сюда пришли караваны, они не строили дорогу заново. Они шли по уже существующим маршрутам, используя старые колодцы, старые тропы, остатки древней инфраструктуры, словно кто-то проложил этот путь задолго до них. Но настоящая загадка начинается с людей, потому что в этих же местах были найдены тела, сохранившиеся благодаря сухому воздуху, и эти лица не похожи на тех, кто живет здесь сегодня. Высокий рост, светлые волосы, черты, которые больше напоминают жителей далеких западных земель. И ДНК показывает, что это не просто переселенцы, а отдельная группа, существовавшая изолированно, и это уже ставит под сомнение привычную картину расселения народов. Но еще страннее становится, когда археологи находят ткани с узорами, которые известны в Европе, технологии, окраски, совпадающие с западными, и все это за тысячи километров от предполагаемых центров этих культур. Дальше мы переносимся в пещеры, вырубленные в скалах, вдоль маршрута, где на стенах изображены люди с необычной внешностью, а в рукописях зафиксирован язык, родственный европейским, но находящийся в центре Азии, без следов миграции, словно он появился здесь внезапно. И если это кажется случайностью, то следующая часть истории разрушает это ощущение полностью. Под землей обнаружена система тоннелей. Протянувшаяся на тысячи километров, она собирает воду в горах и доставляет ее к оазисам, используя только силу тяжести. Уклон рассчитан с точностью, которая даже сегодня требует приборов. И все это было создано без современных технологий, и тогда возникает вопрос, кто и зачем строил такую систему, если она намного превышает потребности обычных поселений. Но есть еще один факт, который заставляет задуматься еще сильнее. В разных частях пустыни находят участки песка, превращенного в стекло. Для этого нужна температура, превышающая возможности природных процессов. В этих условиях и подобные следы встречаются не только здесь, но и в других частях мира, словно в прошлом происходили события, которые мы пока не можем объяснить. И, наконец, последняя деталь, которая связывает все вместе. По всему маршруту находят черепа с искусственно измененной формой, вытянутые назад, и тот же тип деформации встречается на других континентах, в культурах, которые не имели контакта друг с другом, и это наводит на мысль, что люди подражали кому-то, кто выглядел иначе, кому-то, кто оставил после себя знания, дороги и города. Если собрать все эти факты вместе,
становится ясно, что Великий Шелковый путь — это не просто торговый маршрут, созданный караванами. Это наследие гораздо более древней системы, которая существовала задолго до известных цивилизаций, и караваны лишь воспользовались тем, что осталось, превратив руины прошлого в дорогу, соединяющую миры. Спасибо за просмотр. Если эта история заставила вас задуматься, напишите в комментариях, из какого вы города и как вы считаете, что на самом деле скрывает Великий Шелковый путь. Поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Впереди еще больше сильных историй, которые меняют представление о мире.